И занятие второе – ответственность за судьбу. Суть ответственности мы с вами рассмотрели. Кто отвечает за то, чтобы у вас все было хорошо? Если кто-то не думать и не действовать, он просто пользуется тем, что дает ему жизнь, и говорит, что-то не додают. Ой, как плохо. На этом, собственно, движение к счастью и успеху заканчивается. В смысле, оно и не начиналось. Да? А ответственность человек понимает. Хорошие обстоятельства, там плохие обстоятельства. Это от тебя зависит, какие решения ты примешь. Насколько ты подготовлен к жизни. Как ты действуешь. В каком состоянии ты живешь. Да? И все остальное. Если зависит от тебя, то у тебя есть возможность все это исправить. Если зависит от кого-то, и возможности исправить нет, и для себя все, что делает человек, оно бесполезно. Решение бесполезно, слова бесполезно, вера бесполезна, энергия бесполезна, действие бесполезно. Почему? А от тебя все равно ничего не зависит. Поэтому тяни свою лямку, пока не закончится жизнь. Вот это все, что остается делать человеку, который ответственность не включает. А реально ответственность – это ключ к достижению любых результатов. Да, то есть если вы что-то хотите в жизни, значит, что говорит человек? Я должен быть способен это сделать. То есть я должен стать способным, и дальше я беру и делаю, пока не получится. Да, у такого человека есть возможность достигать желаемого, потому что ответственность он взял. Да, взял. А что значит ответственность? Понять, да, распланировать, действовать, анализировать, исправлять, пока не получит результат. Да? И тогда все востребовано. И самые лучшие знания, и правильные решения, и делать все вовремя, учиться планировать, увеличивать свою эффективность, учиться получать поддержку. Тогда все, что влияет на процесс, это важно. Это нужно изучать и доводить до определенного уровня совершенства, до определенного качества. Потому что ты понимаешь, от тебя это зависит. И ты стараешься, чтобы было классно. А безответственному человеку, да, а зачем? От него же зависит ничего. Да? Поэтому, когда человек берет ответственность, у него появляется возможность идти к желаемым целям. Ответственность не берет, шансов нет. Сегодня мы с вами рассматриваем ответственность в целом. То есть ответственность за судьбу, я напоминаю, что это сила, это воля. Чакры, которые напрямую за это отвечают, Аджна и Манипура, да, это сила, это воля человека. Да, сила и выбор сделать, и сражаться за этот выбор. Слабый человек, он не делает выбор, и он за него не сражается. Естественно, человек, он воспринимает мир каким образом? Жизнь, неважно, более комфортный, менее комфортный. Какие нужны для кармы? Для твоего движения по пути развития, из воплощения в воплощение. Какие нужны, какие заслужил, то и получил. Что ты должен сделать? Но первое – это само восприятие жизни. Если ты духовно адекватный, жизнь – это ценность, это дар богов, это прекрасная возможность. Твоя задача, если ты ответственный человек, задача от ответственного человека – этой жизнью воспользоваться. Безответственного – прострадать, проныть, прождать. А что делает безответственный человек? Ну, собственно, ничего не делает. Он ждет, когда все закончится, да? А человек ответственный, его задача вот этим даром воспользоваться наилучшим образом. Поэтому духовный человек в жизни – это возможность, и ее нужно использовать наилучшим образом. Да, собственно, по отношению к данным правилам, данным принципам, какие основные сценарии? Да, мы их рассматривали. Один сценарий – это падение, второй – ползти по горизонтали, третий – двигаться вверх. Огромное число людей принимают решение падать вниз, да, за счет вредных привычек, лени, слабоволия, внутреннюю силу не увеличивают, проблемы свои не решают, они катятся. По здоровью, там, по карьере, по взаимоотношениям, по одиночеству. И ничего не делают. Они катятся. Да? Ну, их ожидает понижение уровня. Да? Приличное число понижения уровня. Вторая категория – это горизонталь. Да? То есть первая – это слабость, там, лень, пороки, которые поедают человека, его разум, его волю. Вторая – это горизонталь.
То есть здесь люди, они вот как-то привязаны к окружающему миру. Если те, кто катится вниз, их ничего не держит. Родители не держат, друзья не держат, они все. Те, кто в колее, ну, какое-то такое зачаточное чувство ответственности у них есть. Они смотрят на соседей, да, и есть какая-то ценность там людей окружающих, ну, не хуже, чем все, да, или вместе со всеми, как другие. Для них вот это аргумент. Они ходят на работу, там, заботятся о семье, развития нет. Да, то есть ими управляют что? Стереотипы и косность. Они не могут изменяться, и не хотят, не мотивированы, не обучены. Да, вот стереотипы и косность. Небольшая часть людей, да, те, у которых есть развитие, да, это несколько процентов людей, у которых работает развитие, они способны двигаться вверх. Для них косность, неизменяемость – это зло. Это то, что блокирует возможности внутренних изменений, изменения своей жизни. Да, вот что такое косность стереотипа? Это то, что не позволяет стать сильнее, лучше, умнее, подниматься выше и все остальное прочее. Да, они целенаправленно ищут свои ограничения, чтобы их сломать, уничтожить. Ограничения негативные, да, потому что позитивные самоограничения – дисциплина. Хочется, не хочется, регулярная тренировка. Ну, это все, что по графику ты сказал, ты это делаешь. Это, да, ты ограничиваешь себя в чем-то. Для чего? Чтобы свою энергию направить в строительство себя и своего будущего. Да, вот ты определил цели, ты к ним идешь. Да? Нужна воля для этого, и эти люди целенаправленно двигаются вверх. И ответственность в этом плане проявляется таким образом. Так, мне нужна судьба лучшая из возможных. Для этого что? Информация, а как управлять своей судьбой, тренировка, а что нужно, какие навыки, качества, чтобы можно было управлять своей судьбой. Там, постановка целей, там, высокая энергия, там, ну и так далее. По списку, что нужно, чтобы можно было бы изменять обстоятельства. Само собой, решение и действия. Да, вот у этого человека, у таких людей шансы есть. А те, кто зависим от стереотипов, как все, шансов нет. А кто движется вверх, это значит, нужно менять. Да, вот есть вокруг окружающая среда, она что? Счастье, успех, венец творения, идеал совершенства. Нет. И окружение меняется не раз, и там самореализация может меняться множество раз. Человек двигается вверх. По мере достижения определенных показателей все должно меняться. Сами рассмотрим два блока. Один касается целей, а второй касается, скажем, инструментов. По целям, да, в конечном итоге ответственность выглядит каким образом? Какие цели должны быть у ответственного человека? Судьба. Что попало? Катиться вниз, колея, или чуть-чуть подпрыгнул, или лучшее из возможных. Ответственность, значит, судьба лучшая из возможных. Что нужно для того, чтобы судьба была лучшая из возможных? Первое. Цели как ставить. Цели должны быть полны. Приоритеты должны быть выставлены правильно. Да, первое условие. Как работать с целями. Правильно там, да, приоритеты. В том числе и в этой жизни лучшее из возможных, и по воплощению вверх. И второе – это инструменты. Да, вот способ движения к цели. Тренировка. Уметь делать выбор и подтверждать свой выбор делами. Да? Практическая часть, по которой мы будем работать, где человек сбегает от выбора. Там, подготовка человека, воплощение человека. За ним стоят кармические задачи, за ним стоят силы разные. И в тонком мире там, его покровители, там, род или там, специальность. Вот, на тебя возложены определенные задачи, на тебя возложены определенные надежды. Да? Поэтому делать выбор. Да, для того, чтобы выбор был устойчивым, да, нужна информация. То есть если ты делаешь выбор, все, ты от него дальше не отказываешься, ты за него сражаешься. Тогда у тебя есть шанс. Да, поэтому собирать информацию, делать выбор, действовать, действовать, действовать до результата, постоянно подводить итоги и вносить изменения. Нужно анализировать, нужно делать выводы.
Да, если произошла неудача, почему? Как сделать, чтобы, да, была более высокая эффективность? Как быть победителем? Не нытиком, а как быть победителем? Если человек задает себе эти вопросы, он на них ответит.